Частная торговля в СССР. Официально запрещено. Но у входа в Националь студент мог заработать зарплату инженера за один вечер. Как это работало? Кто такие утюги? И почему доллары называли зеленью? Сегодня изнанка советской жизни – форцовка. Кто такие форцовщики? Это не бандиты. Это студенты иньяза, таксисты, гиды и переводчики. Те, у кого был легальный доступ к иностранцам. Иностранца называли фирмач. Доллары – зелень. А форцовщика, дежурившего у отеля, звали утюг. Он утюжил улицу, выискивая клиента. После фестиваля молодежи 1957 года поток иностранцев вырос. А вместе с ним и возможности для утюгов. Что меняли? Джинсы, кроссовки, виниловые пластинки, импортную косметику и даже жевательную резинку. То, чего не было в магазинах. То, чего нельзя было купить за рубли. Официально доллар стоил около 90 копеек. Но на черном рынке до 10 рублей. Разница в 10 раз. На этой разнице и строился бизнес. Но была и легальная сторона. Магазины «Березка». Туда нельзя было войти с обычными рублями. Только с валютой или спецсертификатами, чеками внешпосылторга. Их получали моряки, дипломаты, артисты. Чеки были разные, с синей полосой, для соцстран, с красной, для капиталистических. На красные можно было купить импортную электронику и одежду. Где все это продавалось? У гостиниц, на рынках. В Ленинграде легендой стала галера, галерея гостиного двора. Место встречи своих. Но за каждым углом могли стоять люди в штатском. Один неверный шаг, и статья 88, лагерь, конфискация. По оценкам, до 10% советских граждан были вовлечены в теневую экономику. Государство боролось с форцовкой, но дефицит делал ее неизбежной. Форцовка исчезла с перестройкой. Но она оставила след в моде, музыке и памяти поколения. Хотите узнать, как закон изменили задним числом для расстрела валютчиков? Видео про дело Рокотова уже на канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории.